Всем панкейк, любимые зрители! Авиакомпании предлагают самый разный спектр услуг и выбора билетов, чтобы пассажирам было комфортно с ними летать. Но что приносит такому бизнесу больше всего прибыли? Давайте вместе узнаем. Думаете, самолеты сразу были с кожаными креслами и милыми бортпроводницами? Вынуждены вас разочаровать. Все было совсем иначе. Гражданская авиация начнет свой путь с 1920 года, где перелеты себе могли позволить разве что богачи или условные миллионеры. Да и самолеты с условиями перелетов значительно отличаются от современных реалий. Первый прообраз бизнес-класса появился в 1976 году, которую вела компания KLM. Программу назвали Full Fare Facilities, но бизнес не был отдельным салоном, а становился лишь продолжением эконом-класса. Спустя 2 года английская авиакомпания British Airways позаимствовала эту идею, но сделала это отдельным салоном от всех остальных. Отсюда берет свое начало культ комфорта. Все перевозчики начали пытаться модернизировать эту часть, сделать ее более роскошной, поставить другие кресла, обеспечить обслуживание, чтобы продавать билеты для людей уровнем выше. Цены, конечно же, тоже росли прогрессивно. Таким образом, имея один и тот же самолет, один и тот же путь в точку назначения, они научились продавать буквально тот же продукт за разные деньги. Компании, у которых было несколько тарифов, получали выручку в разы больше при том же количестве пассажиров в общем количестве. После раздела самолета на классы начали делить и билеты. Яркий пример маркетинга в те дни. Еще одной исключительной особенностью стала продажа билетов. В те времена существовала двойная система. Были туристические билеты и основные, то есть обычные. Суть заключалась в разной цене и предназначалась для разных каст людей. Исходя из названия первого, мы понимаем, что покупателями становились туристы, которые планируют путешествие заранее и покупают билеты тоже не день в день. Для них цена могла составлять около $230. Обычные же билеты покупали для рабочих и деловых перелетов, где все расходы покрывала фирма, а билеты покупали буквально за пару часов до вылета. Их цена могла доходить до $450. Это был самый грандиозный пример системы классификации в авиаперевозках. Снова тот же продукт продавали по разным ценам, создавая условия, подходящие для разной целевой аудитории. Туристам не нужна была такая гибкость, а сэкономить хотелось. Сотрудникам, которым фирма оплачивала билеты за счет корпорации, не было разницы, во сколько раз это дороже. Главное – результат и адаптивность. Путешествие во времени или просто сверхзвуковая гражданская авиация. Гениальный совместный проект Франции и Великобритании, который ярко сиял и также быстро погас. Сверхзвуковая авиация взяла свое начало в 1969 году, когда самолет «Конкорд» впервые оторвался от земной поверхности. Это судно было особенно тем, что из Лондона в Нью-Йорк можно было слетать туда и обратно за один день, ведь скорость самолета составляла 1354 мили в час. На этом судне летали знаменитости, бизнес-предприниматели и другие важные лица. Им было доступно то, что не видели люди на обычных самолетах. Высота полета 65 616 футов. Это практически космос, где виден изгиб Земли. Непередаваемое зрелище. Лайнер не отличался большой комфортабельностью. Проход, как и кресло, очень узкий, да и более чем 100 пассажиров он в себя вместить не мог. Во время полета из-за прохождения звукового барьера всех на борту буквально втискивало в сиденье, но чтобы сгладить этот момент, всем пассажирам постоянно приносили шампанское. И, наверное, одной из главных особенностей стало отсутствие разделения борта на классы. К сожалению, их расцвет пришелся на нефтяной кризис, из-за чего они стали очень невыгодными, и цена на билеты стала заоблачной, что даже самые богатые люди не могли себе их позволить в своем большинстве. У любой системы есть свой срок годности, и даже полеты в небе это не обошло стороной. Начиная с 1969 года в авиации начали происходить интересные события, которые повлекли за собой массовые последствия. Примером такого стал первый полет Боинга 747, что позволило из-за масштаба самолета эксперименты с зонами, классами и роскошью внутри них. Это было первое двухпалубное судно, где бизнес-класс размещался на 2-м этаже и имел 20 мест, что создает ощущение частного самолета. До этого компании очень контролировались властью США, но было принято решение для стимулирования конкуренции на рынке сделать дерегуляцию, где власть уменьшает государственный контроль над авиацией. Так этот бизнес получил свободу и полный личностный контроль цен на билеты. Теперь, имея 4 класса,
разные типы билетов, они сконцентрировали свое внимание на создании первого класса и правильной посадке пассажиров в салоне. Так впервые появилась привычная для нас рассадка людей. Оплатившие полный тариф сидели спереди, а летевшие со скидкой сзади. Дорогие зрители канала, мы с радостью создаем контент для вас и хотим попросить поддержки в виде лайка и комментария, если вам нравится узнавать постоянно что-то новое и интересное. Желаем приятного просмотра. Салон первого класса. Почему же после внедрения этого заоблачного комфорта практически все авиакомпании отказались от идеи первого класса на своих бортах? Учитывая ошибки Конкорда, авиакомпании начали делить салон на секции и классы. Первый класс — это премиум места с ограниченным количеством, самыми лучшими полностью раскладными креслами, отдельным питанием и даже собственной стойкой регистрации и системой безопасности. Помимо этого, есть встроенные телевизоры, самая разнообразная медиатека и, по ощущениям, нескончаемые альбомы с музыкой. Такие услуги себе оплачивали звезды, политики и просто бизнесмены. Чаще всего перелеты были трансконтинентальными, поэтому авиакомпании пытались благоустроить первый класс так, чтобы это было полноценное купе. Отдельная кровать, свет, даже раздвижные двери. Все, чтобы пассажиры чувствовали себя уютно и защищенно. Но в чем же оказалась проблема? Выросла конкуренция и технический прогресс. Количество претендентов на первый класс снизилось, и компании решили захватить средний уровень путешественников. Продавать такие билеты тоже становилось сложнее, потому что пассажиры не понимали, за что им переплачивать несколько тысяч долларов, если в итоге они получат то же самое, но за меньшую стоимость. Так, отличия между бизнес-классом и первым стали практически неразличимы, и сейчас существует не более 6 известных компаний, которые оставили данные услуги. Различие бизнес- и эконом-классов. Что же формирует такую разную цену между двумя классами, которые находятся в одном самолете? Может быть, привилегий не существует и вовсе? Основная причина, по которой авиакомпании могут взимать гораздо более высокую цену за билеты бизнес-класса, заключается в том, что они имеют различные дополнительные услуги, обеспечивая более комфортный и престижный полет для пассажиров, а себе прибыль с высоких продаж. Все начинается еще с прибытия в аэропорт. Владельцы билетов классом выше имеют отдельный зал ожидания с возможностью выбирать напитки и еду совершенно бесплатно. Там тихо, спокойно и есть телевизоры, чтобы скоротать время. В тот же момент пассажиры эконом-класса толпятся в вестибюле и платят деньги за перекусы в фудкортах аэропорта. У бизнес-класса также есть своя отдельная стойка регистрации, отдельный путь на посадку и иногда даже отдельный трансфер. Те, кто не захотел переплачивать, находясь в салоне весь полет, летят в одном положении спинки кресла, что вызывает дискомфорт и чувствуется тесность. В бизнесе все шире, свободнее и комфортабельнее. Спинки раскладываются, расстояние между рядами составляет 78 дюймов, а ширина самих кресел в 2 раза больше, чем в экономе — 34 дюйма. Что касается еды, различия, пожалуй, только в подаче. Те, кто летит в экономе, им еду приносят позже, в пластиковых упаковках, а напитки в бумажных стаканчиках. Для привилегированных гостей все выносят в красивой посуде. Раньше по времени иногда можно выбрать спиртные напитки из меню. Количество ручной клади в экономе составляет 1 единицу, в то время как в бизнес можно пронести в 2 раза больше вещей, ничего не доплачивая за это. Любые пожелания за ваши деньги, и выбор всегда остается за туристом. Выгода. Правда ли, что основная прибыль всех авиакомпаний — это исключительная продажа билетов уровня бизнес? Авиационная отрасль — невероятно прибыльный бизнес, и прибыль авиакомпаний сильно зависит от продажи авиабилетов. Одним из основных факторов, определяющих, сколько денег зарабатывает авиакомпания, является разница между суммой денег, которую они зарабатывают на билетах бизнес-класса, по сравнению с билетами эконом-класса. Авиакомпании получают от билетов с бизнеса гораздо больше денег, чем за аналогичные билеты эконома. Таким образом, прибыль авиакомпаний за счет продаж именно этих билетов намного выше. В итоге компании, предлагающие билеты бизнес-класса, получают больше денег, чем те, у которых есть только один класс перелетов. Разберем на примере компании British Airways с рейсом Чикаго-Лиссабон на самолете Airbus 320. Билет в обе стороны обойдется в $1491 в эконом-классе. Всего таких мест 180. Получается, что из него компания получит выручку $268 тысяч. В бизнес-классе 150 мест, и стоимость билета составляет $9277. Выручка составит $1 391 000. Только вдумайтесь, это в 5 раз больше, чем выручка с эконома. Поэтому именно бизнес-класс приносит
приносит авиакомпаниям большую прибыль, и они стараются сделать так, чтобы заполнить именно эту часть салона абсолютно полностью. Надеемся, что выпуск был интересным и вы узнали много новой информации. Напишите в комментариях, какой транспорт вы предпочитаете в своих поездках. С вами был Панкейк. До следующего выпуска. Пока-пока.